15-й саммит БРИКС официально завершен. Главный итог – 6 новых участников. То есть содружество вырастет более чем вдвое, но только с 2024 года. Путевку в Союз получили Саудовская Аравия, Египет, Иран, Аргентина, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что за расширением последуют и другие шаги, конкретно какие не уточнил, но отметил, что теперь у Содружества есть согласованные, я процитирую, принципы, стандарты, критерии и процедуры процесса расширения. Россия в 2024 году будет председательствовать в БРИКС. Хотел бы поздравить новых наших членов, которые в полноформатном масштабе будут работать в следующем году. И хочу заверить всех коллег, что мы будем продолжать то дело, которое мы сегодня с вами начали по расширению влияния БРИКС в мире. Были предположения, что организация в связи с расширением изменит свое название, но решили все-таки не менять. Сергей Лавров заявил, что действующие члены выступили против этого по двум причинам. Во-первых, потому что название БРИКС уже стало узнаваемым брендом, а во-вторых, потому что это подчеркивает преемственность работы Содружества. Ранее Владимир Путин уже обращал внимание на то, что доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательской способности уже превысила долю стран Большой Семерки G7. С приемом новых членов этот разрыв сейчас минимальный, станет, конечно, чуть более заметным. По каким еще критериям можно было бы сравнить страны пятерки и семерки? Справка нашего обозревателя Георгия Скрипачева. Да, ну вот по мне самое интересное то, что это сравнение начало фигурировать в последнее время. Раньше такого не было, потому что Большая Семерка – это вообще неформальный клуб из стран, которые обладали крупнейшими экономиками в 70-х годах. БРИКС чуть более формальный, но все равно без обязательной силы решений. Тоже клуб стран, которые были крупнейшими развивающимися экономиками в нулевых. Но ни первое, ни второе больше полностью действительности не соответствует. Ну вот особенно теперь. Кого еще приняли в БРИКС? Во-первых, Саудовская Аравия. Ей вступление пророчили больше всех. Во-первых, как крупнейшей экономике Ближнего Востока. Во-вторых, как крупнейшему экспортеру нефти. Дальше, Египет. Скорее, как крупнейшая по паритету покупательной способности экономика Африки. По номиналу крупнее были бы Нигерия и ЮАР. Ну, других причин я тут назвать не могу. Одобрение получил Иран. Ну, видимо, второе место среди стран ОПЕК по добыче нефти тоже. Вторая после Турции экономика в Западной Азии. Что здесь послужило основным критерием, ну, непонятно. Аргентину среди потенциальных участников выделяла Financial Times и не прогадала. Вторая после Бразилии экономика в Южной Америке, хотя уже десятилетия, на самом деле, страдающая от перманентного инфляционного кризиса внутри страны. На Ближнем Востоке приняли еще Арабские Эмираты. Вот маленькая страна по территории, но тоже обладающая крупными запасами нефти и, кстати говоря, активно диверсифицирующейся экономикой. Ну и Эфиопия. Для меня это самая большая загадка здесь, потому что это аграрная страна, 40% населения живет за чертой бедности, но приглашение получила, это факт. Что теперь изменится для БРИКС с политической точки зрения? Это вопрос для подробного обсуждения. Мы можем прямо сейчас сравнить, что с расширением изменится чисто статистически. До последнего момента площадь стран БРИКС составляла 40 миллионов квадратных километров против 22 миллионов у Большой Семерки. В основном, ну, конечно, это за счет России достигнуто было. По населению, безусловно, гигантский отрыв. Его дают Китай и Индия. Что касается ВВП, о котором тоже уже много сказано, цифры практически равны. 52 миллиарда против 49. Это в международных долларах по паритету покупательной способности. Надо понимать, что многие экономисты этот метод критикуют. Говорят, что он не совсем отражает действительность. Если пересчитать ВВП на население, то этот показатель становится сразу почти в 3 раза ниже, чем у Большой Семерки. Это же влияет и на индекс человеческого развития. Его рассчитывает ООН на основе ожидаемой продолжительности жизни, уровня грамотности и уровня жизни в стране. Максимальный уровень – это единица. Ну, такого не бывает. Страны семерки сейчас и так имеют уже очень высокий ИЧР. Страны БРИКС существенно ниже, но все равно как бы вот в сравнении со всеми остальными странами мира достаточно высокий. Ну и торговый баланс. Здесь показатели, что называется, не идут ни в какое сравнение. БРИКС, за исключением Индии, это страны-экспортеры. Семерка, за исключением Германии и Канады, это страны-импортеры. У них постиндустриальная экономика, то есть в которой доминирует сфера услуг, инновационный сектор, индустрия знаний, а вот как раз промышленность чаще вынесена за пределы страны.
Что изменится после расширения? Площадь и население, конечно, увеличатся в первую очередь за счет Саудовской Аравии и Аргентины, но в масштабах уже имеющихся членов Содружества это, конечно, совсем не главное. ВВП увеличится чуть меньше, чем на 20%. Гораздо сильнее заметно изменение ВВП на душу населения. То есть более чем в 1,5 раза вырастет этот показатель у стран БРИКС за счет, конечно, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов, то есть нефтяные экономики с небольшим населением. Поэтому по этому показателю они вдвоем, вот в среднем, если только их две брать, обогнали бы даже развитые страны семерки. Но вот с учетом всех остальных стран БРИКС все-таки показатель остается ниже. За счет этих же двух стран поднимается существенно и индекс человеческого развития в БРИКС, но все еще остается ниже, чем в семерке. Вырастет и нетто-экспорт БРИКС. Это, очевидно, тоже заслуга Саудовской Аравии, крупнейшего экспортера нефти в мире. Спасибо. Ну а теперь давайте к изменениям политическим перейдем. Почему выбрали тех, кого выбрали, и что теперь это значит для тех стран, которые уже были в блоке? Роман Файншмидт, лектор президентского университета, подключается к нашему разговору. Роман Иосифович, добрый вечер. Добрый вечер. Вот по тому, кто именно стал новыми членами объединения, наверное, в общем и целом можно судить о характере дальнейшей эволюции блока. Так куда курс теперь держит? Да, конечно, приход новых членов, новых 6 членов в состав БРИКС оказался и ожидаемым, и неожиданным. Тут я могу с вами полностью согласиться. И присоединение того же Египта или Саудовской Аравии в принципе ожидалось. Что же говорить об Эфиопии, то это было несколько неожиданным моментом, но тут я бы как раз хотел бы отметить тот аспект, касающийся экономического развития, экономического роста, прежде всего. Если изначально БРИКС был акронимом для быстро развивающихся экономик начала нулевых годов, и только уже позднее стал своего рода форматом глобального юга, то в середине 2010-х годов возник вопрос, а является БРИКС своего рода экономическим локомотивом? И даже были идеи заменить на так называемый ТИКС Тайвань, Индия, Китай и Корея как стран экономически более перспективных, нежели чем БРИКС. Бразилия, Россия и Южная Африка с 2013 года имели показатель экономического роста ниже 3%, за исключением 2021 года. И тут как раз важен аспект принятия новых членов, которые до сих пор характеризуются достаточно высокими темпами экономического роста. И, кстати, здесь Эфиопия выделяется. Последние 20 лет эта страна демонстрировала более чем 5% экономического роста в год. И, соответственно, здесь необходимо показать глобальный юг. Не только те страны, которые готовы выступать против западного доминирования, но и те страны, которые активно растут и развиваются. А мне вот на самом деле интересны намерения Саудовской Аравии, которую называют ключевым союзником США на Ближнем Востоке. Каковы? Да, здесь вопрос также достаточно интересный. Можно увидеть, что одновременно были приняты и Саудовская Аравия, и Иран. Здесь можно сделать выделить определенный аспект, что Саудовская Аравия таким образом пытается манипулировать США, учитывая, что в политическом аспекте эти страны до сих пор являются достаточно активно взаимодействующими друг с другом, но в экономическом аспекте, если раньше США импортировала нефть с Ближнего Востока, то сейчас США является крупным производителем саудовской нефти и, соответственно, экономически от нее не сильно зависит. И вот формат БРИКСа для Саудовской Аравии, а также ряда других нефтедобывающих государств, может быть плацдармом для продвижения, для защиты собственных интересов и, соответственно, приближения тех стран глобального юга, которые заинтересованы в потреблении ближневосточной нефти. Романович, а для замерения между странами БРИКС может быть использован, потому что мы понимаем, Саудовская Аравия, Риад, Тегеран – это не просто политические противники, они чуть ли не враги. Оказавшись за одним столом переговоров в рамках БРИКС, они могут пожать друг другу руки, помириться, подружиться, начать инвестировать в экономики друг друга и так далее, и так далее. Здесь, мне кажется, мы встречаемся с одной из самых серьезных проблем БРИКС, и уж тем более БРИКС+.
В принципе, даже предыдущий формат БРИКС, состоявший из 5 государств, уже вызывал ряд серьезных вопросов. Прежде всего, членство Индии и Китая в рамках одного формата. Не забываем, у Индии и Китая в 2020 году даже был пограничный вооруженный конфликт. И до сих пор есть серьезные территориальные споры. И плюс ко всему, Индия и Китай являются конкурентами в международной политической и экономической средах. Увеличенный формат БРИКС не только не нивелирует существующие проблемы, но, напротив, порождает новые. Опять-таки, вы отметили противоречия между Саудовской Аравией и Ираном, но тут мы можем еще вспомнить противоречия между Египтом и Эфиопией. Об этом как-то не очень. Вот, кстати, по поводу Эфиопии, мы тут в студии немного с Катериной даже немножко улыбнулись по поводу экономического потенциала, и я еще вспомнил про Аргентину. Экономика, там инфляция сумасшедшая за 100%, местные политики предлагают вообще отказаться от песо, перейти на доллар, и при этом страна хочет вступить и вступит в БРИКС. Как одно дружит с другим. Такая шаткая конструкция, на самом деле, получается. Да, все участники, они немножко не с одной как будто целью и совсем не равные. Да, подключение Аргентины в БРИКС с экономической точки зрения не совсем оправданно выглядит, учитывая, что в БРИКСе давно идут разговоры о введении единой валюты, иногда ее называют R5, или, например, единой платежной системы БРИКС Pay. И, конечно, Аргентина здесь будет являться наиболее серьезным препятствием, поскольку финансовая специфика этой страны России, вот с этого всего, что, если коротко? Вот эти новые участники, что от этого нам? Что в сухом остатке? Так, прежде всего для России это возможность консолидировать страны глобального юга и, соответственно, усилить отношения с ними. Опять-таки в рамках других, также в рамках и других международных форматов. Кроме того, например, аспект введения единой валюты БРИКС может как раз нивелировать эффект западных санкций и, соответственно, способствовать развитию торговли в национальных валютах или даже в какой-либо единой расчетной единицы стран БРИКС. Да, спасибо. Роман Кто-то прорывается там, вам, видимо, тоже за новым комментарием. Роман Файншмидт, ректор президентского университета, был с нами в эфире. Сейчас на короткую рекламу уйдем, но очень скоро вернемся. Оставайтесь на РБК. Будьте с нами. Level представляет скидку